Всем привет, друзья! Ну что ж, в Харькове переименовали улицы, названия которых были вынесены на обсуждение общественности, и о которых мы рассказывали в одном из прошлых видео на канале. Ну, как такового обсуждения и не было. Уже заранее было принято решение о переименовании улиц. Так, улица Пушкинская теперь официально переименована в улицу Григория Сковороды. Улица Короленко в Николаевскую, а, например, улица Ромена Ролана в улицу Леся Курбаса. Какие еще улицы переименовали, вы можете узнать из видео, в котором я полностью их перечислял. Ссылка на то видео в описании к видео, которое вы смотрите сейчас. Наибольшее количество переименований в Киевском и Холодногорском районах Харькова. Всего переименовано 65 топонимов. Ну и логично, что если переименовали улицу Пушкинскую, то и станцию метро Пушкинская тоже переименуют. Мэр Харькова уже, кстати, анонсировал переименование станции метро. Если изменили название улицы, то как можно оставить название станции метро? Вариантов нового названия пока что нет. Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что в рамках закона о запрете российской пропаганды нужно переименовать еще много топонимов, но сегодня это необходимо. Это будет в течение где-то 3-4 месяцев. Еще остается много улиц, которые обязательно должны переименовать согласно закону Украины. Надо сделать таким образом, чтобы это было взвешено, чтобы были исторические названия, переименования в честь наших, к сожалению, погибших героев, которые защищали Украину, город Харьков, и мы все это сделаем обязательно. В Харькове снесли несколько памятников и убрали серпы и молоты. Так, на бульваре Богдана Хмельницкого демонтировали аллею с бюстами комсомольцев. Здесь были установлены памятники Матросову, Островскому, Космодемьянской и другим. Снос этих памятников обсуждался еще летом 2023 года. На фасаде второй больницы на проспекте Героев Харькова было накрыто изображение серпа и молота. Еще один серп и молот, который стоял на воротах стадиона на проспекте Героев Харькова, был покрыт плакатом «Арсенал Харьков». А на улице Библика в районе ХТЗ закрашена надпись «50 лет ВЛКСМ». Посмотрите, какой прекрасный и красивый закат в Харькове.
сожалению, в Харькове обстановка напряженная. Ежедневно область и пригород подвергаются обстрелам, а звуки взрывов очень ощутимы и в Харькове. Да и самому городу частенько достается. 30 января 4 беспилотника «Шахед» ударили по городу. Пострадало 3 человека. Повреждены многоэтажки, супермаркет. Последствия прилетов вы сейчас можете наблюдать. Но харьковчане не спешат никуда выезжать. Нет и ажиотажа в магазинах, очередей и паники. Все спокойно, продукты в супермаркетах есть, транспорт городской функционирует, кстати, бесплатно. Рынки, почта, все работает.